Друзья, всем привет! На пороге Новый год, время исполнения всех желаний. И в этом году мы с женой очень много трудились, вели себя хорошо, очень много работали. И за это Дед Мороз принес нам очень интересный подарок. А именно, новый Geely Atlas Pro 23 года выпуска. Вот такую вот игрушку мы себе взяли под Новый год. И сегодня о ней. Мы давно мечтали о новой машине, на самом деле много выбирали среди разных вариантов, среди доступного, что сегодня есть на рынке Республики Беларусь, и выбор свой остановили именно на данном автомобиле Geely Atlas Pro. Напомню, на сегодняшний день у нас есть еще и Hyundai Santa Fe. Про него я рассказывал в обзоре про зимнюю резину. Но машинка, к сожалению, старая, первого поколения, 2003 года выпуска. А очень хотелось что-то нового, что-то классного, что-то современного. И вот, накопив денежку, перекинув все за и против, изучив досконально рынок, что сегодня может предложить, мы взяли себе вот такого вот красавца. Основным критерием, конечно же, было то, чтобы машина была большой. Ведь Santa Fe тоже большая машина, и с большой машины пересаживаться в маленький седан сразу нет. Мы привыкли к большому семейному автомобилю. Обязательно полноприводному и бензиновому. И вуаля, тут есть все эти качества. Причем это не первый джилик в нашей семье. У моих родителей Geely Atlas первого поколения. А мы взяли, можно сказать так, второго Geely Atlas Pro. Поэтому опыт эксплуатации данного автомобиля на протяжении 5 лет уже есть. И в целом машина зарекомендовала себя очень даже хорошо. В целом нареканий по ней не было. Поэтому мы пошли по тому же пути. Машинку взяли в самой максимальной комплектации, с панорамной крышей, с адаптивным круиз-контролем, со всеми возможными электронными помощниками и так далее. И, конечно же, кучей допов. Закатали тачку полностью. Перед в пленку, двери в пленку, торцы дверей в пленку и так далее, фары в пленке. В решетку радиатора, конечно же, была поставлена сетка, сигнализация с мобильным приложением GSM с обратной связью, коврики в салон в багажник. И, конечно же, полный антикор. В этом видео я не буду перечислять вам технические характеристики из буклета к данному автомобилю. Я хочу больше поделиться историей покупки и первыми впечатлениями. Так вот, что хочу сказать. При покупке машинки на самом деле осадочек остался. Не все прошло так гладко. Изначально мы ездили выбирать данный автомобиль к дилеру Atlantem на Независимости. И что могу сказать? Первое, что ты ожидаешь, когда ты приходишь в автосалон, то, что к тебе подойдет красиво одетый менеджер, расскажет про автомобиль, про его технические характеристики, про насколько он современный и так далее, про финансовые инструменты, которыми можно воспользоваться в данном автосалоне. По факту же вы в него приходите, и вы никому не нужны. Никто к вам не подходит, толком никого не дозваться. В общем, сами пришли, поглазели, посмотрели, сами поспрашивали там, у проходящих мимо, наверное, чем-то занятых очень людей внутри. Получили быстрые, броские в свой адрес какие-то ответы и ушли. То есть, такое ощущение, что мы пришли посмотреть палку колбасы в магазин, а не автомобиль стоимостью в $30 тысяч. Ну, да ладно. Посмотрели и посмотрели. А потом, когда наш Santa Fe очередной раз психанул, попросил денежку, починился, мы решили, что достаточно, мы уже 8 лет используем данный автомобиль, пора его продавать, хочется что-то нового, тем более что-то было отложено на эту тему. Брать какой-то автомобиль европейский или американский за 15-20 тысяч долларов 2015 года с пробегом уже условно там 100-150 тысяч и с проблемами, как в нашем старом Santa Fe, не хотелось. Исключительно новая тачка. Но новая тачка стоит больших денег. Соответственно, нужно быть готовым. На сегодняшний день это от 25 тысяч долларов и выше, если мы рассматриваем именно китайские автомобили Geely, Haval, Chery и так далее. Про европейцев там по 60, по 80, по 100 тысяч долларов мы в принципе туда в ту сторону не смотрим, это не наш кошелек, нет.
Получается, что нужно брать кредит. А кредит в Беларуси на сегодняшний день самый выгодный именно на автомобили Geely, так как эти автомобили производятся у нас в городе Борисов. Они собираются именно на борисовском заводе BelG. На них отличные условия кредитования. Это первые 3 года 7,25% годовых и потом еще 7 лет по 12% годовых. Таких процентов по кредиту больше нет ни у кого. Ни у Chery, ни у Haval, ни у Vayaha, ни у других страшных китайских слов, которые сегодня присутствуют на нашем авторынке. Поэтому был выбор очевиден. Идем в автосалон Geely. А дальше берем свои пожитки, идем туда и узнаем, что даже придя в автосалон с чемоданом денег, тачку вы не купите. Их просто нет. Никаких. Ни Atlas Pro, ни Coolray, ни M-гранты. Есть только пару Тугел и пару электричек. Все. На все остальное очередь. Из-за того, что есть классный финансовый инструмент, кредит с очень приятным процентом, реально очередь. Вы вносите символическую предоплату в размере 5000 белорусских рублей. На сегодняшний день это порядка $1500. И становитесь в очередь, вы представляете себе это. Причем очередь практически на полгода. С вами заключают предварительный договор. Ну а дальше ждете? Вот мы занесли денежку в октябре и стали ожидать свой новый суперкар. Время шло, мы ждали. И практически под самый Новый год нам позвонил менеджер и сказал, что в автосалон пришла машина в вашей комплектации, но не вашего цвета. Если вы хотите, вы можете ждать свою машину дальше, а можете перейти и забрать вот прям под Новый год себе машину в серебряном цвете, а мы изначально заказывали в темно-сером. Мы решили, что ждать мы не будем, и сразу же побежали за новой тачкой. Ну, а дальше все по классике. Перешел, первоначальный взнос 40%, оформление кредита, оформление каска, беготня, куча бумажек туда-сюда. Вам вручают ключи, быстренько подписываете, подсовывают акты от приемки, обо всем подряд. Салон закрывается, уже поздно, 8 вечера, все уставшие, все после работы, и менеджеры уставшие, и мы уставшие, все носятся. В общем, вот в этом дурдоме вы получаете автомобиль, пакет документов, приезжаете домой, и вы такой вроде должны быть: «Ха, класс, я с новой тачкой», но нет, вы устали как собака и идете спать, потому что вы просто устали от этой беготни и нервотрепки за день. Но на следующее утро, проснувшись, вы понимаете, что вы стали владельцем нового автомобиля, и это круто. За неделю мы проехали на машине 200 километров, и я вам хочу сказать, ощущения просто чудесные. Машина ездит отлично, внутри ничего не гремит, не скрипит, все ультрасовременно, все электронные возможные помощники, шикарный кожаный салон, ну, скорее всего, это, конечно же, кожзам, но все же. Огромная панорамная крыша, ультрасовременный салон, ультрасовременный внешний вид. В общем, все на высоте. Это новый автомобиль, это не бэушка. Вы сняли пакет, сели на сиденье и уехали. И это именно то, чего мы с женой очень хотели. В ночное время салон в тачке, конечно, светится как новогодняя елка. Подсвечена абсолютно каждая кнопочка. Плюс везде, на всех 4 дверях и на передней приборной панели есть так называемая вежливая подсветка. Причем она может ставиться любого цвета, разной яркости, разной интенсивности. И она вот так вот блекла по всему салону. Ну, мы поставили пока что фиолетовый цвет, мне кажется, это красиво. Везде яркость регулируется, на ходу ничего не слепит, все легко доступно, все на месте. Ну и все-таки пару слов о технической части. Это Geely Atlas Pro 23 года производства с двигателем 1,5 литра турбо, на полном приводе, в максимальной комплектации Flagship Plus с панорамной крышей и гибридной установкой. Это мягкий гибрид. Тут стоит стартер-генератор, который помогает машине тронуться, который отвечает за систему старт-стоп, он должен экономить топливо и так далее. Производитель заявляет средний расход данного автомобиля в районе 8 литров. Ну, не пятнаха уже будет, хотя бы как было у нас в Санта-Фе, и это уже круто. Дальше будем разбираться в этой машине, как ей пользоваться, какие у нее есть классные фишки. Всем обязательно буду с вами делиться и плюсами, и минусами. Надеюсь, будет интересно.
Вот вам начало новой истории на нашем канале. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!